Приветствую, друзья! Широко известная среди меломанов компания Moondrop тоже отметилась своей полноразмерной новинкой, выпустив не классические уже студийные, а полностью беспроводные наушники Edge. Естественно, с поддержкой шумоподавления, LDAC-кодека, настройкой по кривой диффузного поля, сокращенно VDSF, с управлением через приложение, закрытой конструкцией чашечек и 48 часами автономной работы. О них сегодня и разговор. Поехали! Пришла модель в большой стильно оформленной коробке с перечнем технических характеристик и заводским графиком АЧХ. В комплекте был мягкий чехол из кожзаменителя, набор документации и небольшой Type-C кабель. Чашечки тут из матового пластика с мягким оголовьем, амбушюрами из кожзаменителя, алюминиевыми шарнирами и стильной загогулиной на внешней части. Конструкция, как я уже упомянул, здесь закрытая, причем без отверстий вообще. Степеней свободы 2, обе примерно под 90 градусов, ну и наушники можно удобно так сложить для переноса. Пространство внутри чашечек нормально, но без запаса. Прижим к голове средний с малой степенью запотевания в них ушей. На левую сторону вынесли зарядный Type-C порт и соответствующий ему светодиод, в то время как на правую микрофон, пару светодиодов, кнопку ANC, она же включает игровой режим, и 3 в массиве, отвечающие за громкость, включение-выключение наушников и сопряжение по Bluetooth. Смотрится это неплохо, сигнал модель держит уверенно, долго работает, да и сидит вполне комфортно. Вот так, друзья, это все и выглядит. С качеством встроенного микрофона вы можете ознакомиться прямо сейчас. Я вставлю отрывок из записи. Тестируем качество микрофона у беспроводных полноразмерных наушников Moondrop Edge. Вот, собственно, так вас будет слышать ваш собеседник на всяких подкастах, бродкастах и иных аудиоматериалах, где нужен микрофон. На измерениях у нас быстрый по скорости затухания импульс, допустимые расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие всего 0,3%, если считать выше 100 Гц. До этой же границы значения могут превышать критичные 8%. Фаза нормальная, а водопады на 30 и 60 дБ вы, как обычно, можете рассмотреть на соответствующих графиках. По АЧХ же мы имеем абсолютно ровную нижнюю часть с широкой ямой на 60 Гц. Внушительное выделение области разборчивости и в уровень с низами довольно протяженные высокие частоты. Вопросы тут могут быть только по поводу ямы, но и с ней в принципе все понятно. Таким образом нам просто подняли разборчивость. На слух же Edge нам предлагают четкий, по аналоговому теплый, разборчивый звук с в меру глубоким, текстурным, но не особо заполняющим пространство басом. И это, кстати, очень хорошо, поскольку он прекрасно гармонирует со средними частотами, а не наваливается на них и не создает эффекта кучности на всей нижней половине спектра. Отражения за счет закрытой конструкции чашечек естественно слышны, однако ощущаются как своеобразный околобархатный флер, что даже слегка украшает картинку и добавляет звучанию того самого непосредственного магнетизма. Серединка чистая, с очень неплохой выразительностью, мелодикой, передачей призвуков и всяких оттенков звукоизвлечения. Да, без прямо аналитической точности, сверхчетких атак и отработки на скорости, но с балансом микро- и макроэлементов, неплохой экспрессией и приятной такой расслабляющей атмосферой.
Не уровень глобального погружения, невероятной красоты или акустических изысков, но большинству меломанов это понравится. Тем более, что и ценник тут располагает. Пробовал слушать у них разные подкасты, аудиокниги и другой низкого качества материал. Так вот, на удивление, очень достойно. Без гула, каши, глухоты и сибилитивных присвистов. В игры тоже поиграл, но им обязательно нужно включить соответствующий режим. С откликом и позиционированием тут тоже полный порядок. Верха у Edge не особо подсвечиваются, они ощутимы, однако располагаются где-то на втором плане нашего внимания. Но то, наверное, и правильно, поскольку от современных кодеков сильнее всего страдает именно этот диапазон. А так, заглушенности здесь нет, воздуха хватает, да и сцена, пусть без особого размаха в глубину, но придает картинке элемент трехмерности. У тембров вполне адекватный вес, есть объем и насыщенность. Конечно, без особой натуральности, звучит это все-таки довольно окрашено, но бодро, чисто и очень эмоционально. По стилистике им просто шикарно дается рок, всякое агрессивное из электроники, вокальное и даже академическое. Образы тут скорее цельные и крупные, хотя к их прорисовке у меня никаких вопросов нет. Звучание довольно собранное, в меру разряженное, с приятной теплотой, массивностью и вовлечением в материал, но без кристальной чистоты, напора и хоть какой-то искристости. Для цены в $90 это очень хороший результат. Ну и переключение с ASI на LDAC чуть подбирает вес и насыщенность, зато серьезно так добавляет четкости и акцент на разрешении. Тут кому что ближе, аналоговая теплота или драйв с микродинамикой. Итогом беспроводные наушники Moondrop Edge приятно смотрятся, удобно сидят с некоторыми элементами стиля, металлическими шарнирами, низкими искажениями и, как видно по замерам, немного адаптированной под особенности конструкции кривой АЧХ, которая, как и всегда, базируется на классической уже кривой диффузного поля. Звучит же модель объемно, глубоко и насыщенно, с по-аналоговому теплым характером, довольно располагающей к себе атмосферой и неплохим погружением в материал. Если хочется поменьше теплоты и повыше деталей, то просто переключите их в режим работы LDAC. Но так по автономности уже не будет заявленных 28 часов. В остальном же очень достойная модель со множеством плюшек, включая эквалайзер, шумоподавление и удобство переноски. И весьма впечатляющий, как для своей цены, подачей. Хорошая модель, тут, друзья, не добавить, не отнять. А у меня на этом все. Это были наушники Moondrop Edge. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме, на которые обязательно нужно подписаться. Всем, друзья, добра!